Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять его. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появляются новинки. Моим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам с разных городов, с разных стран, ребята, девчата, с разных континентов. Спасибо вам огромное за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня вот с такими ниточками, давно мы с ними не работали, да, и хочу вам сегодня показать узорчик. Узорчик, в принципе, несложный. Я научу тех, кто еще не умеет вязать рельефные столбики, покажу, как вязать рельефные столбики, а также покажу, как в процессе вязания можем менять цвет. Договорились? Итак, схемка, к сожалению, плохого качества, она очень маленькая, и при увеличении она очень размытая, поэтому следите за руками. Схемка простая, у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, ниточки я сегодня захотела взять вот такие. Вот вы берете любые, какие у вас есть. Я просто покажу на примере. Новички, кто еще не вязал такими ниточками, не пробовал, да, смотрите, называются они Yarnart Super Perle. Мне они очень нравятся, если честно. Это не реклама, я просто советую то, что как бы мне нравится. Смотрите, здесь получается в 100 граммах 400 метров. Видите? Это стопроцентный акрил. Идем дальше. Цвет кому очень интересно, да, получается, смотрите. 224 на камеру передается таким, какой он есть. Голубенький получается цвет 215. Это кому интересно. Идем дальше. Здесь нам советует производитель, берите крючок номер 3. Видите, спицы, крючок, берите номер 3. Вот, я беру свою рабочую лошадку. Мне нравится именно этим крючком, этой пряжей вязать. Давно, когда я вязала данной пряжи, показывала, она по текстуре, видите, какая интересная, такая скрутка. Очень тактильно приятно. Итак, повторюсь, вы берете любую пряжу, так, какая у вас есть. Берете, естественно, в аннотации читаете, какой крючок вам здесь рекомендуют. И точно так же вяжете. Угу. Давайте. Итак. Раппорт сегодняшнего узорчика будет равняться 6 петелькам, поэтому я, получается, наберу 39 воздушных петелек. Почему такое количество? Потому что я хочу по краешку еще дополнительно набрать петелек, чтобы ровный краешек был и чтобы красивый узорчик лег. А вы набирайте, сколько вы пожелаете. Итак, раппорт узорчика 6 петелек, я набираю 39. Все как всегда. В начале петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 39 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39. Вот мой будущий образец. Далее уже наступает непосредственно сам узорчик. По узорчику следующий ряд будет полностью столбиками с накидом. Новички, смотрите. 3 петельки подъема. Раз, два, три. А теперь аккуратно, внимательно считайте от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом получился. Далее накид в следующую петельку. Шагаем нашу косичку и провязываем точно так же столбик с накидом. И в следующий, и во все последующие провязывайте столбики с накидом. И сами считайте, да? Если я набрала 39 воздушных петелек, у меня должно получиться 39 столбиков с накидом. Ни больше, ни меньше. Вы считайте, сколько вы набрали. Не забывайте, что вот эти 3 петельки подъема, которые мы сделали, это тоже имитация столбика с накидом. Я сейчас провязала, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Мне необходимо до конца ряда, получается, провязать еще 33 столбика. Да? Несложно, аккуратно, методично. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, начало положено. В моем случае я провязала 39 столбиков. Да? Вы смотрите, сколько у вас получилось. Итак, идем дальше. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, ныряем и провязываем столбик без накида. Раз. Следующий столбик, столбик без накида 2. Следующий столбик, столбик без накида 3. То есть вот у нас здесь будет с краешку 3 столбика без накида. А дальше внимательно смотрите, накид. Один мы столбик пропускаем, и в следующий столбик провязываем 5 столбиков с накидом. Нырнули,
Провязываем по 2 петельки. Раз. Следующий сюда же столбик второй с накидом, столбик третий, сюда же четвертый и сюда же пятый. То есть у нас сформировался вот такой вот веерочек, видите? Идем дальше. Пропускаем опять один столбик и в следующие 3 столбика за верхушки провязываем по одному столбику без накида. Итак, пропустили, в следующий нырнули, провязали столбик без накида 1, в следующий столбик без накида 2, в следующий столбик без накида 3. То есть точно так же, как мы с вами и начали. 3 столбика, веерочек, 3 столбика, теперь будет опять веерочек, накид. Один столбик пропустили и в следующий, да, за верхушку провязываем веерочек. Раз столбик с накидом, сюда же. 2 столбик с накидом, сюда же. 3 столбик с накидом, сюда же. 4 столбик с накидом и сюда же 5 столбик с накидом. Поняли, да? Вот такой принцип. То есть дальше опять вы пропускаете столбик, и у вас опять будет 3 столбика без накида. Понятно? Все, несложно. 3 столбика, веерочек, 3 столбика, веерочек, 3 столбика, веерочек, 3 столбика, веерочек и так далее до конца вашего образца. Давайте довязывайте до конца ряда, а здесь я вас встречаю. Итак, смотрите, вот мы провязали практически до конца наши веерочки, наш ряд. И как мы заканчиваем ряд? То есть после веерочка здесь будет 3 столбика без накида. Раз, два, и получается там, где 3 петельки подъема, будет 3. Но здесь я хочу добавить новый цвет. Смотрите, как я это буду делать. То есть я ныряю в 3 петельки подъема, да, в самую третью петельку, вытягиваю ниточку такого же цвета, да, но провязывать буду уже новым цветом. Ну, пусть это будет в моем случае, например, там голубой. Вы можете брать совсем любой другой, какой хотите. А можете продолжать вязать основной ниточкой. Но принцип какой? Когда у вас на крючке остаются 2 петельки, неважно какой столбик вы вяжете, с одним накидом, с двумя, с тремя, без накида, то есть последние 2 петельки вы провязываете новой ниточкой. Есть. Так? Далее будут 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Все. Мы переключились на новую ниточку. Можем подтянуть темно-синюю, можем подтянуть голубенькую. Красота. Идем дальше. Поворот. Теперь смотрите внимательно, что будем делать. Ваша задача провязать сейчас рельефные лицевые столбики с накидом. Как это делать? Смотрите. Накид. Вот у нас с вами получается в первом ряду были столбики с накидом, да? Дальше были столбики без накида. Так вот, столбики без накида мы не трогаем, опускаемся до первого ряда столбиков с накидом. Накид. Вот наш второй столбик, да? Вот он. Первый, получается, 3 петельки подъема. Вот второй. Захватываем его сзади наперед, таким вот образом крючком. У нас получается столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. И смотрите, как будем провязывать. Вначале 1 петелька, потом 2 петельки и 2 петельки. Нам необходимо сделать удлиненный столбик, видите, потому что мы спустились аж через ряд. Далее, получается, следующий столбик наш точно так же. Накид. Ныряем вниз, получается, в первый ряд. Вот таким образом захватываем наш столбик. Вытягиваем ниточку и провязываем вначале 1 петелька, потом 2, 2. Получается столбик с накидом рельефный лицевой. Видите? Вот такой вот рельефчик начинает формироваться. Далее воздушная петелька. Переключаемся на наш веерочек, а именно на третий центральный столбик. Раз, два, 3. Самый центральный. Их у нас 5. Значит, серединка это будет 3. За верхушку взялись, провязали столбик без накида. Воздушная петелька. Переключаемся опять к нашим 3 столбикам. Так? Но не к столбикам без накида. Опускаемся вниз. 3 столбика с накидом. И по порядку провязываем их рельефными лицевыми столбиками с накидом. 1 петелька, 2, 2. Накид. Нырнули опять. 1 петелька, 2, 2. Накид. Нырнули в 3 столбик, получается, захватили его. 1 петелька, 2, 2. То есть, когда вы вяжете обычными столбиками, такого объемчика не формируется, правильно же? А тут у нас, видите, прям четко видно рельефные столбики. Опять воздушная петелька. Там, где наш веерочек, центральный 3 столбик, беремся за верхушку и провязываем в него столбик без накида. Воздушная петелька и опять переключаемся к нашим 3 столбикам. Все. И провязываем 3 столбика рельефными лицевыми столбиками с накидом. Не сложно? Не сложно. Все. Вот прелесть всего этого ряда. Давайте до конца ряда самостоятельно. То есть 3 рельефных столбика, 1 столбик без накида. 3 рельефных, 1 столбик без накида. 3 рельефных, 1 столбик без накида и так далее. До конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот такая красота у нас получается.
И заканчиваю ряд, смотрите, получается тоже 3 столбика, да? Но я делаю 2 рельефных, а один сделаю просто обычный. То есть это будет как бы кромочный. То есть как мы начинали ряд, так мы и закончили, да? Далее делаем воздушная петелька этим же цветом, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. И следующие 2 столбика провязываем точно так же столбиками без накида. Раз. Раз. Угу. Все. Далее смотрите, вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Мы будем браться за этот столбик, накид, и в этот столбик провязываем веерочек. 5 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5. Веерочек. Дальше. Вот идут наши опять 3 столбика. Раз, 2, 3, которые провязывали рельефными. В этом ряду они у нас будут просто обычными столбиками без накида. Раз, 2, 3. И опять переключаемся вот на наш столбик, который был над веерочком, да? И точно так же провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. То есть, если вы внимательно, да, посмотрите, то мы также провязывали второй ряд, да? Вот наш синий. Итак, раз, два, три, 4, 5. Вот. То есть мы с вами повторяем. У нас получается 3 столбика без накида, веерочек. 3 столбика без накида, веерочек. И так далее. Понятно? То есть над каждым веерочком будет стоять веерочек. А там, где столбики, так столбики и будут стоять. Все. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, опять сделали вот такие вот волны, да? И смотрите, дальше вы можете, как мы заканчиваем ряд. Я хочу закончить ряд и поменять на новую ниточку. То есть как у меня будет 2 ряда одного цвета, да? То есть вы можете продолжать тем же цветом, вы можете вернуться к первому цвету, вы можете сделать 3-й цвет. Я, например, сделаю 3-й цвет, пусть это будет у меня беленький. То есть повторяем. Итак, в 3-ю петельку, получается, подъема я ныряю, вытягиваю ниточку еще старенькую, так? Но провязывать буду уже новенькой. 2 петельки на крючке. Беру белую ниточку и провязываю. Оп, есть. А далее смотрите, мы можем с вами делать 3 петельки подъема, а можем мы с вами параллельно спрятать данный кончик. Я тоже во многих видео показывала, как можно в процессе вязания спрятать кончик. Вот, например, у нас кончик, да? Что мы делаем? Мы вот так вот перед рабочей ниточкой с крестиком слева направо делаем, держим и провязываем воздушную петельку. Раз, провязали. Далее возвращаем обратно этот кончик справа налево, так, перед рабочей ниточкой. 2-ю петельку подъема. Есть. И опять слева направо сделали. И опять провязали 3-ю петельку подъема. Все. Ниточка получается у нас в процессе вот именно вязания. Мы ее закрепили. То есть она у нас никуда не денется. И мы теперь ее можем спокойно отрезать. И в дальнейшем мы уже как бы данный кончик прятать уже не будем. Видите? То есть такой небольшой лайфхак. Кому удобно, обязательно также вяжите. Итак, поворот. Дальше. Дальше мы с вами будем повторять точно так же, как мы провязывали вот первый ряд голубой ниточкой. То есть, смотрите, накид. Там, где наши столбики без накида, мы их не трогаем. Мы опускаемся там, где рельефные столбики. Именно голубые. Захватываем голубой рельефный столбик сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем точно так же. 1 петелька, 2, 2. Точно такой же будет удлиненный столбик в силу того, что он опускается как бы через ряд. Понятно? Накид. Следующий столбик точно так же. Захватили и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Вот, у нас опять с краешку будет 2 рельефных столбика. Воздушная петелька, веерочек. Помним, да? Считаем 3-й столбик. 1, 2, 3. Верхушка 3-го столбика. Центрального столбика провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. Вот опять наши 3 рельефных столбика. То есть столбики без накида мы не трогаем. Мы опускаемся к рельефным столбикам, захватываем сзади наперед и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. Накид. 2-й столбик. 1 петелька, 2, 2 и накид. 3-й столбик. 1 петелька, 2, 2. Воздушная петелька и опять 3-й центральный столбик. Присоединяемся, провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть получается наш узорчик состоит всего лишь из 2 рядов. То есть получается мы вначале делаем наши как бы рельефные столбики, да,
В следующем ряду делаем обычные столбики. То есть первый ряд это будет столбик без накида, как мы сейчас делаем с вами над веерочком, а во втором ряду здесь будет веерочек. Понятно? То есть веерочки над веерочками. Угу. Ну давайте еще раз до конца ряда. Так? Самостоятельно здесь я вас встречаю, покажу, как опять будем возвращаться. Давайте, несложно. Так, смотрите, вот такая получается красота. Переключились на белую ниточку. Первый ряд белой ниточкой. Заканчиваем мы точно так же, как начинали. То есть 2 рельефных столбика, а 1 обычный столбик с накидом. За вот этот последний столбик без накида. Все, и дальше опять повторяем. Воздушная петелька, поворот. Там, где наши столбики. В первый столбик, столбик без накида. Во второй столбик, столбик без накида. В третий столбик, столбик без накида. Все. А там, где столбик наш без накида над веерочком, мы провязываем опять веерочек. Договорились, да, что над каждым веерочком будет веерочек. Не сложно? Не сложно. Раз, два, три, 4, 5. Все. И опять вот наши белые 3 столбика. Мы будем их провязывать столбиками без накида. Раз, два, 3. Понятно? Все. Если хотите, провязывайте точно так же по 2 ряда. Да, по 2 ряда. Вот что будет получаться каждым цветом. Не хотите, вяжите одним цветом. Хотите, добавляйте потом 4-й цвет, 5-й, 6-й из остаточков ниточек. Хотите, возвращайтесь к первому. То есть на ваше усмотрение. Я вернусь, естественно, к первому. Давайте довяжу, получается, белый ряд. Потом опять у меня будет синенький. Раз, синенький туда, голубенький туда. Обратно, беленький туда, обратно. Вырастим наш образец в несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получается. Получится очень красиво. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу красота. Изнаночка. Сразу видно, да, четко. То есть узорчик не двусторонний. Узорчик односторонний. Это вот лицевая сторона. Вот рельефные столбики. Гляньте, какие. Аккуратненько, ровненько, красивенько. Вот такая вот красота. Вот так вот он тянется. Вот так вот он чуть-чуть тянется. То есть, кто просил плотненький узорчик, да, кофточки, кардиганчики, пальтишки и так далее. Вы можете, конечно, делать из одного цвета, можете из 2 цветов делать, да, можете делать эти полосочки широкие, то есть не как я по 2 ряда делать, да, может быть у вас будет там 6 через 6 там и так далее. То есть на ваше усмотрение. Цветовая палитра любая, пряжа, естественно, любая. То есть это, если это летний вариант, то это будут маечки, топики, да, если это зимний вариант, то, естественно, это будут и шарфики, и снудики, и кардиганчики и так далее, и так далее. В общем, идей море, согласитесь, да? Кто вязал данным узорчиком, если, пишите в комментариях, что вязали, какой пряжи вязали, что в итоге у вас получилось. Угу, будем ждать. Итак, давайте замерим. Получается, я набирала здесь 39 воздушных петелек, да? И если же это же плотность вязания, этот же крючок, это же пряжа, ну, допустим, то это у нас получается аж, видите, 23,5 сантиметра. Заметьте, я ниточки не отрезала, то есть я, видите, вот они у меня через несколько рядочков, вот, видите, аккуратненько так вот ложатся, вот, то есть ниточки не отрезала. Далее, получается, у нас здесь по 2 ряда, да, каждого цвета, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 1 рядочек у нас получается 17. Так, ну, видите, он плотненький, да, то есть он не будет таким высоким. Это всего лишь только 10 сантиметров. Вот. Кто говорил, что хочет плотненько, забирайте в свою копилочку, пробуйте, вяжите с удовольствием. Будет очень-очень красиво. Вот такая вот красота. Несложная красота. Буквально 2 ряда. Берете разную пряжу и включайте свою фантазию. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Также сохраняйте себе свои папочки личные, да, в плейлисты, посмотреть, чтобы было удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.